Все мои машины поцарапаны ключом. Все. И разрыв мозга, бля. Кто царапает мне машины? Потому что я узнал. Вы еще со мной? Слушайте, слушайте. Всем привет! Новая серия, Новый год. Кучу всего сделал. Сегодня показывать, что я сделал за месяц, не буду. Расскажу вам невероятную историю, которая произошла со мной. Прям трейлер. Постараюсь не ругаться, потому что находить другие слова. Дослушайте до конца, будет очень интересно. Все в шоке. Особенно я. Так вот, начну с того, что я очень сильно люблю машины. Прям очень сильно. Это моя первая машина, которую купил в 2006 году. У меня есть проблема. Все мои машины поцарапаны ключом. Все. Да, какую бы я машину ни купил, машина поцарапана. Начну сдалека, а потом вам разложу по полочкам. Я уже успокоился. Уже не такой нервный. Потому что когда я узнал, кто царапает мне машины, потому что я узнал. Я 3 дня не спал и шаг за шагом отматывал время назад и разбирался. Поёмы. В 2006 году я купил Mitsubishi 3000 GT. Это был мой первый автомобиль. Мечта сбылась. Ездил, получал удовольствие. В 2008 году я купил Mitsubishi Colt CZC Turbo Pininfarina Cabrio. Новую, черного цвета. Ездил, наслаждался. Вот. В конце 2008 года я познакомился со своей женой. Я буду так наводить порядок и рассказывать. Мне так легче. В середине 2009 года я познакомился с Сониными родителями. Мою жену зовут Соня. Познакомился с этими родителями. Все нормально, хорошие родители и так дальше. Вот. И первый раз в 2009 году мы праздновали вместе Christmas, то есть Рождество. Так вот, в Берлине в 2009 году, понимаешь, я еще не нормальный человек, а может быть и нормальный. Я настолько люблю машины, что первую царапину, которую я получил на кольте, это был 2009 год, в один день мне поцарапали 2 машины ключом. Я как сейчас помню, я вышел из дома, мне нужно было отвезти Сониных родителей к Сониной сестре. Я подошел к кольту. Мои 2 машины стояли на одной и той же улице. С одной стороны и с другой стороны. Я подошел к кольту, и пассажирская дверка была поцарапана. Я очень сильно расстроился. Думаю, вот уроды, понимаешь? Уроды все-таки в этом мире существуют. Очень сильно расстроился. Зашел домой. Взял ключи от 3000-ника. Потому что 3000-ник это моя пилюля от всех болезней на то время. Да? Он меня выручал. Чтобы выпустить пар, это моя машина. Она много раз мне помогала выходить из стрессовых ситуаций или из депрессии и так дальше. Я взял ключи от 3000-ника, подхожу, сука, а дверка пассажирская на 3000-нике тоже поцарапанная. То есть в один день мне поцарапали 2 машины ключом. Вот так. Самое интересное, что у меня все эти машины до сих пор есть. Я могу подойти и посмотреть. И я еще все царапины каким-то образом почему-то фотографирую. То есть я могу зайти в компьютер и посмотреть, какого числа, во сколько времени были сделаны царапины. Это потом будет ясней. Я очень сильно расстроился. Но, знаешь, мир круглый. Потом, понятное дело, успокоился. Потом я работал в очень многих местах. Наступил 2016 год. Я работал в Копенгагене. И в Копенгагене у меня была свадьба. Сонины родители приезжали. Мои родители по скайпу были на свадьбе.
Вот. И в Копенгагене мне опять, потому что Кольт это моя рабочая лошадка, она была везде. От Португалии до Айпетри в Крыму, Москва, Украина, вся Европа, где этот Кольт только не был. Обычно на такой машине за булочками ездит, а я на ней отъездил 290 тысяч километров. Так вот, в Копенгагене мне опять поцарапали машину. И поцарапали вообще глупо, вот так вот на багажнике, вот так вот царапина. Я тоже думаю, вот это, блин, опять не повезло, понимаешь? Ну, нашелся какой-то идиот в Копенгагене, который поцарапал мне машину. Наступил 2019 год. Я вернулся с круизного корабля, работал на круизном корабле. Жена с ребенком первым и беременная вторым. Я на корабле, она здесь беременная с ребенком. Короче, жизнь классная штука. Но в 2019 году я начал заниматься ремонтом цирковой акробатической студии. Мы хотели с женой открыть цирковую студию. Мы нашли помещение и начали заниматься. Когда строили студию, родители мне мои помогали. Мама и папа. У папы тогда была BMW 3 Touring черного цвета. И в один день папа закончил рабочий день и пришел, говорит, блин, машину поцарапали ключом. Тоже расстроился папа. Я как бы не так сильно расстроился, потому что это не моя машина, но я папу понимаю, потому что мне тоже царапали. Я ему говорю, слушай, в этом мире есть придурки, и в любой стране они есть. Ну, поцарапали, что теперь? Ну, вот, руки развели и все. Ну, и жизнь продолжалась, мы цирковую школу открыли. И потом так получилось, что началась война. Я родителям купил Audi A3, купил для нас, для семьи машину побольше, потому что в Кольт мы начали уже не залазить. Это, понятное дело, с коронавируса стоит разобранная, мы на ней не ездим, потому что она в процессе. Кольт без тюфа, то есть без ИТУ испанского, на нем ездить нельзя. И я купил тогда мини-купер черного цвета, мини-купер Clubman S с колесами R19 от John Cooper Works. Классная тачка, мне она нравилась, но жена один раз попала в яму и начала ее бояться. И вообще я ее купил для того, чтобы здесь перепродать, немножко заработать денег. Понятно, как и у всех в этом мире, не у всех есть проблемы с деньгами. У кого-то больше, у кого-то меньше. Лето, понимаешь, мы работаем с 9 до 2, у нас летний лагерь с детьми. С 3 до 10:30 ночи у нас после обеда обычные занятия. Я заканчиваю компонента в один день, понимаешь, подхожу к мини, а мини полностью вот так вот, опять же, сторона пассажирская, вот так от заднего крыла до переднего крыла ключом поцарапано. Я думаю, я хотел эту машину продать, я расстроился, нереально, понимаешь, просто трехтысячник поцарапали, Кольт поцарапали в Берлине, Кольт еще раз поцарапали в Копенгагене. В Кальпе поцарапали, открывали студию BMW папе. Купил мини черного цвета, поцарапали мини. В это время так получилось, что нам подарили Volkswagen Polo синего цвета. Для меня это не машина, это просто коробка. Я за ней не следил, не менял в ней масло, ездил по лужам. Мне вот насрать на эту машину просто. Это просто машина, которая выполняла свою функцию, потому что Кольт не работал, трехтысячник разобранный, а мини стоит на продажу. Соня его припарковала возле своих родителей, вот, и он себе стоял, а мы готовили документы, там была с документами проблема. Вот. И когда документы на Поло сделали, это все почти было разницей в 3 недели. Мини поцарапали, мини переставил, раньше жил в доме, переставил в дом и начал опять ездить на Кольте. Через неделю прихожу, Кольт опять поцарапали. То есть одна царапина старая 2009 года, а потом под низом еще одна царапина. Думаю, слов нету. Мои друзья, которыми я общаюсь, начинают говорить, что парень, по-моему, тебе царапает машину один и тот же человек. Потому что такого не может быть. Потому что все примерно на одинаковом уровне. И царапают только мои машины. Хорошо, Кольт припарковали. Мини я перепарковал
рядом у меня вот так вот дом, парковка для машины. Сначала стоял Кольт, за ним стоял Мини, а ездить начали мы на Поло. Поехал я забирать Поло, прихожу, Поло, понимаешь, просто коробка, ну, и точно так же вот так вот поцарапано, полностью Поло. Думаю, какая скотина это делает. Потому что реально я уже начал быть злым на весь мир. Потому что, ну, как бы в Испании люди не следят за машинами, у них все машины поцарапанные, они паркуются в контакт, и мне очень сложно здесь с этим. Да? Если русскоязычная публика никогда себе не позволит припарковаться в контакт, они, открывая дверку, будут пальчики ставить. То есть, ну, как бы, может быть, это из-за культуры, потому что в русскоязычной публике машина это что-то особенное. В Европе машина это просто средство передвижения. Получается. И Поло поцарапали. Ну, Поло, хрен с ним, с этой коробкой. Одной коробкой меньше. Слава богу. Тут наступило счастье. 10 лет я хотел купить Теслу. Можете меня поздравить, я приобрел Tesla Model 3 2024 года. И думаю, еще, знаешь, так вот, когда-нибудь я куплю Теслу и пойму, кто это. Ну, кто царапает машины. Так вот, проходит месяц, понимаешь, месяц, машине месяц. Я на машине проехал за месяц уже 3000 километров. Доволен как конь. Это самая лучшая машина, которая выполняет свою функцию, возит детей в школу, на тренировки, на занятия. Эта машина просто гениальная. Есть люди, которых не переубедить, что электричка это хорошо, я переубеждать никого не буду, для каждого свое. Кто-то хочет залить 70 литров дизельного топлива и проехать 1000 километров без остановки. Когда у тебя дети и так дальше, неважно. Тесла классная тачка. Могу отдельно рассказать свое впечатление о Тесле, всяких фишках и так дальше. У меня 29 января день рождения. И на 29 января я отвожу детей в школу, ставлю машину на зарядку, прихожу в гараж, снимаю видео, я пришел, что-нибудь сделал, поставил на место, снял машину зарядки, туда, то есть обычное расписание. Соня съездила куда ей нужно, я забирал в этот день детей со школы, прихожу к школе, выхожу из машины, обхожу, и вот так вот стою, блядь. Поцарапали Теслу. Поцарапали опять ключом Теслу. Машине месяц. Это очень долгое время. Я ездил 2 года, я ездил на Поло. Это коробка. Я ее не мыл, не менял масло. Повторюсь, просто коробка. Она безразлична мне. А тут мне опять же захотелось мыть машину, чтобы в машине было чисто, приятно. То есть это опять же машина для души. То есть все машины, которые я покупаю для себя, для души, они мне нравятся. И Мини, и Кольт, и 3000 GT, и сейчас это Тесла. Я злой, как собака. У меня слов нет. Просто, я не знаю, почему мне так не везет? Почему только мои машины? Но, слава богу, у Теслы есть видеонаблюдение. Я захожу, я увидел эту сразу, я сразу в машину включаю видеонаблюдение, начинаю искать, кто поцарапал. А Тесла не засняла. Я еще больше расстроился. Детей отвез. У детей после школы у одной занятие русским языком, у другой гимнастика.
Потом я их меняю, пока они тренировались. Я флешку из Теслы достал, в компьютер загрузил. На флешке только какие-то старые видео, где я заряжался. Люди вот так заходят, смотрят. То есть людям интересна эта машина. Скачал специальную программу. Оказывается, Тесла записывает 24 часа со всех камер. В моей Тесле 7 камер. Одна в безойле, одна в крыле, то есть это 4. 5 в лобовом стекле, 6 в заднем бампере и 7 внутри салона. Я скачал программу, отформатировал флешку из Теслы. И у меня, вот грубо говоря, 29 число, 00 часов, и Тесла записывает. Я выставил так, чтобы длительность ролика была 1 минута. И получается, с каждой камеры, то есть получается 1 минута, с этой камеры 1 минута. Например, 00 часов, 000, 1 минута. С этой камеры, с той камеры 7 камер, 7 видео. И я вот так вот просмотрел почти, не знаю, может 70-80 часов материала, которое записала Тесла. И, блядь, я охерел. И я был в шоке. Это, понимаешь, когда я увидел, я не поверил своим глазам. What? Вы еще со мной? Слушайте, слушайте. Включаю это видео. Я здесь вставочку вставлю, как это было. И разрыв мозга, блядь. Просто разрыв мозга, понимаешь? 16 лет с момента, как я познакомился с Сониными родителями. Я не мог себе поверить. Понятное дело, я оставляю сообщение, потому что, объясняю, я не покупаю машины каждый год. Детям вообще классно сделал, им дарили деньги на день рождения. Старшей дочке 10 лет. То есть 10 лет, там кто-то 20 евро подарил, кто-то 10, кто-то 20 опять. Оно же накапливается. И вот у одного ребенка накопилось, грубо говоря, 500 евро, другого ребенка накопилось, грубо говоря, 300 евро. Мы когда покупали Теслу, я им сделал специальную бумажку, объяснил, что такое инвестиции. То есть они инвестировали свои деньги, которые просто лежали, в Теслу. Я им дал ваучер и объяснил, что такое 10% годовых. То есть дети разобрались в процентах. То есть как бы дети тоже внесли вклад в покупку нового автомобиля. Дети кайфуют, музыку слушают, сзади дисплей, подогрев сидений. Вообще, то есть машина огонь, это Тесла. И дети тоже, вот, если я в шоке, если мои дети в шоке, кто это поцарапал, потому что дети тоже знают все царапины на мини, дети любят машины примерно так же, как и я. А где ты помыла? Ага. Стекло тоже ты помыла? Я этим горжусь. Короче, это, как это, теща и зять, сват, как его? Сонин папа это отец моей жены.
отец моей жены. Я оставляю сообщение и говорю: Sonja, dein Vater ist ein Arschloch. Der hat ganze Zeit meine Autos gekratzt. Она в шоке, ничего не говорит, говорит: присылай мне видео. Я потерял дар речи, потому что я думал на весь мир. Я думал там из-за ситуации я много чего думал, да, потому что я работаю с детьми. У меня международная школа, интернациональная. У меня есть и украинские дети, и русские дети, и белорусские дети, и голландские дети, и французские дети, и испанские дети, и английские дети. Все. И когда я ставлю машину, паркуюсь, я постоянно на людей смотрю косо, да, чтобы так поставить машину подальше, чтобы мне дверкой не ляпнули. А тут я успокоился. Позитивное в том, что вокруг не так уж и много дебилов. Они есть, но их не так уж и много. 3 суток я не спал, потому что когда я понял, что это делает Сонин отец, я начал отматывать год за годом назад. Повторюсь, я такой человек, который фотографирует царапины. Я залез в компьютер, открыл iPhoto, а там же все. И смотрю. Последняя царапина это Тесла. Предпоследняя царапина это Мини Купер. И потом смотрю, получается, в этот день, когда я работаю, провожу летний лагерь, в этот день приезжал эта скотина приезжала, понимаешь? Он приехал, сказал нам: здрасте, как у вас все дела? Я тут был неподалеку. Я закончил это, и у меня поцарапана машина. Я говорю: тынь! Еще одна царапина. 3 суток я не сплю. У меня в голове я не могу отключиться, я не могу переключиться. У меня только одна и та же мысль. То есть я вижу, как этот человек царапает мне машины. Разобрался, увидел Мини, он приходил, поцарапали Мини. В это время самое интересное, что Пола, эта коробка, стояла на его улице, потому что нам не было куда ее поставить. Тоже уверен, что это он поцарапал. Отматываю я назад. С Мини разобрался, с Пола понятно. На Пола нету камер, как в Тесле. Кольт поцарапали. Когда Кольт стоял возле Сальтибанки, точно так же. Это было зимой. Он приходил тоже посмотреть, как у нас продвигается работа с цирковой школой. Это он тоже поцарапал. Это чуть-чуть ниже царапина. Той, первой. Это ж я не сразу к этому пришел. Я 3 ночи не спал и прорабатывал в голове, смотрел на компьютере по датам примерно и так дальше. Меня просто начинает разрывать. Разрывать меня начинает, потому что я не могу понять. Я никогда в жизни этому человеку ничего плохого не сделал. Ничего. Я помогал, куда нужно. Это последний человек на планете, на которого я мог бы подумать. Отматываем на 2016 год. Я работаю в Копенгагене. В Копенгагене у меня была свадьба. Почему в Копенгагене? Потому что на тот момент у меня украинский паспорт. У жены испанский паспорт. Вид на жительство у меня в Германии. Она испанка. Так дальше. В Копенгагене очень просто расписаться, сыграть свадьбу, потому что там есть какой-то закон, не стоило ни копейки. Если это делать в Германии, это просто нереально сложно. Нужно переводить все мои документы на немецкий язык, переводить ее все документы на немецкий язык, потому что она испанка. Документов вот столько, всякие апостили, переводы, очень много бумажной работы. Поэтому мы просто взяли и расписались в Копенгагене. И в Копенгагене в 2016 году Сонины родители приезжали на нашу свадьбу. Уже первому ребенку было 2 годика. Чарли Наоми Килия Ариас или Хиля Ариас Чарли Наоми Алексеевна.
Получается, когда он приехал на свадьбу, он поцарапал кольт на багажнике. Я еще больше паник, это ж все, я разговариваю с друзьями, объясняю друзьям, это каждый день, как расследование века мне, 16 лет, 16 лет я мучился, почему мне царапают машину, почему я такой невезучий, почему именно мне. Отматываем дальше назад, и не поверите мне, 2009 год. Моя первая царапина на кольте. Это первый Крисмас, это первый Weihnachten, Крисмас, первое Рождество, когда мои родители с Украины приехали в Берлин. Сонины родители из Испании приехали в Берлин. Сонина сестра, муж Сониной сестры и я, мы праздновали Рождество все вместе. И в этот день Антонио этот, скотина, приходил ко мне в гости в Берлин, в квартиру, где мы жили. И в этот день он поцарапал 2 машины. У меня даже фотографии есть. Как они к нам в гости приходят, блядь, а я потом их хочу домой отвезти. Прихожу, у меня машины поцарапаны. А рассказываю это все, чтобы с вами поделиться. И реально мне, когда с кем-то делишься, реально стает легче. Уже, наверное, сколько? Недели 2 прошло. Сегодня 8 число. Это было 29-го. Да, 2 недели. Вот меня неделя вот так вот колбасила. А сейчас неделю меня попускает. Но это дало мне пинок, потому что я понял, что вокруг меня не только идиоты, дебилы, олени и собаки женского пола, а вокруг есть обычные нормальные люди. Да? Просто я нашел человека, который мне постоянно гадил. Это скотский поступок. Просто-напросто Теслу мы хотели Теслу залепить в пленку с рекламой нашей цирковой школы. А сейчас я не могу, потому что у меня правое крыло поцарапанное. То есть просто-напросто скотский поступок, который, во-первых, просто покрасить это крыло, это 500 евро. Потому что там 3-слоевая краска, это керамика, не знаю, как она называется правильно, но неважно. То есть, если посчитать мне каждую царапину, это целое состояние. Я сначала хотел ему прийти руки поломать, хотел всю машину ему исцарапать, чтобы он сам ее исцарапал себе, свою машину, понимаешь? Еще самое скотское, это то, что в тот день, когда он поцарапал Теслу, когда Соня привезла еду, потому что мы каждый день готовим еду, потому что Сонина мама, к сожалению, упала, поломала ключицу, она не ходит. Захотелось снимать дальше видео. Вот на прошлой неделе выставил аж 6 шортов. Приходил, там проводочку сделал, приходил, то сделал, отдельное видео запишу, уже есть идея, полностью покажу, что я сделал. Сделал многое, вот сейчас жду краску по коду кузова. Должна прийти и буду красить. Пробовать вот здесь, потому что эту часть почти не видно. Буду красить баллончиком, не краскопультом. Потому что краскопульт очень сильное давление, оно поднимает пыль. А здесь, понятное дело, у меня не лакокрасочный бокс. Хочу попробовать на вот этом. Много сделал. Довольный как конь. Потихоньку и прям думаю, слушай, под конец этого года салон будет собранный полностью, все трубки будут собраны полностью, и можно будет заниматься двигателем. Это почти уверенно в этом. Так вот, ребята-подписчики, 16 лет я искал, расследование проводил. 16 лет я мучился, а теперь я знаю, кто это.
И я перестал мучиться. Прокомментируйте, что вы думаете. Может быть, напишите, у кого-то есть своя история. Бля, даже подумать не мог. Но получается, мир круглый. Я как артист проработал везде. Всю Европу, везде я проработал. И вот почему-то то там, то там, то там. И потом, когда вот так вот пазл сложился, все стало на свои места и стало все ясно. Я хотел рассказывать и навести порядок в гараже, потому что надо серию снимать. Что я куда поставил на место. Но у меня не получилось. Я просто рассказал. Спасибо, что меня послушали. Как вы думаете? A true story. True story. Напишите комментарий, что вы думаете об этой всей канители 16-летней. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. И пусть вам никогда никто не царапает машины. А если у вас много машин, и все вам их царапали, поспрашивайте своих близких.